Друзья, всем привет! Я, как всегда, начинаю видео с улыбки, но на самом деле улыбаться мне в тот момент, когда я делала эти ногти, не хотела. В общем, сегодня ждет вас исповедь маникюрши или как я делала самую сложную работу вообще, наверное, во всей моей жизни. Обратимся к исходнику. Ну вот что тут скажешь? Беда. Проблемуля. Я оставила именно эти кадры трясущиеся и непонятные, и чуть дальше я буду объяснять, почему я это показываю. Пока посмотрим на состояние кожи, кутикулы, ногтей, ну вообще всего состояния здесь такое себе не очень. В общем, исходничек так себе, и работы мне предстоит очень много. Я делала этот маникюр 5 часов 15 минут в 2 захода, то есть у меня еще был перерыв, и я им была несказанно рада. Начала я с того, что снимала длину, я спиливала ее фрезою, в этот раз у меня керамика с синей насечкой, слой такой приличный слой, и можно подумать, что эти ногти делал какой-то мастер, у которого ручки не из плечиков. Но, зная, кому эти ногти были сделаны, можно предположить, что здесь дело не в мастере, потому что работу, которую сделаю сегодня я, ну, точнее, сделала несколько дней назад я вообще ей недовольна. То есть это просто стыдный позор и вообще какой-то кошмар, но знаете, в чем прикол? Прикол в том, что, ну вот, как бы были некоторые обстоятельства непреодолимой силы. Я тут, кстати, уже все сняла, и давайте вместе просто поплачем. Потому что у меня вот, ну, просто одно только слово «помогите», потому что, ну, как вот с этим вообще работать? Тут у нас сейчас будет педикюр на руках, потому что это даже, наверное, похлеще любых пяточек. Как видите, здесь все расковырено, треснуто, отодрано. Человек ходит без перчаток и вообще... Сейчас, наверное, подумали, что я бомжа отловила на улице, прости господи, но, конечно, нет. На самом деле, это молодая девушка, и она уж точно совсем прям даже рядом не бомж. Там, кто смотрел мой эфир, тот знает, про что я сейчас говорю. А тут мы не будем называть вещи своими именами. Но проблема заключается в том, что этой клиентке я сделала ногти бесплатно. Да-да. Я решила, что эти ногти должны стоить 0 рублей. И не потому, что я сделала их плохо, я их сделала хорошо, учитывая все, вот, что там меня ждало и все, что со мной происходило. Просто она 2 месяца назад была у нас как клиент, она была записана на комплекс, то есть это маникюр и педикюр, и ей очень долго все это делали, тоже где-то часов 5, и в итоге так и не доделали, доделывала ее я. Я ей сказала: пожалуйста, не переживайте, не расстраивайтесь, я вам обязательно в следующий раз, когда ногти отрастут, все сделаю. И пообещала ей, что я это сделаю бесплатно, то есть я решила прикрыть, как мне тогда казалось, косяки салона. Но это не были косяки салона, и я тогда ужасно отругала девчонок, и говорю, как так вообще, что за безобразие, но я в тот день не видела исходника, не понимала, о чем идет речь. И сейчас прям самое время перед ними извиниться, что я недопоняла всех обстоятельств и всего масштаба бедствия, так скажем. Тут я даже не знаю, есть ли смысл комментировать того, что я делаю, да, у меня тут зеленые, синие фрезы, я раскапывала как могла, маникюр был аппаратный, если можно так назвать, ну, то есть мы тут что-то зашлифовывали, я просто старалась это все снивелировать, насколько это возможно. В общем, вот такое после у нас получилось, там, кому интересно, чем я брызгаю, это антисептик зачастую, как правило, это он. В общем, ногти подготовлены, запрос у нее был на прозрачные ногти, их надо было нарастить. О, господи, если нервов хватает, смотрите. В общем, проблема была в чем? Она зашла в кабинет с бутылкой напитка желтого цвета, пенного. Ну, вы поняли, да? Я просто не знаю, можно ли такие вещи говорить здесь в интернете. Поэтому, кто понял, тот понял. Со словами «я сутки не спала», и можно я... Ну, как бы, а я уже понимаю, что я-то косяки закрываю, и мне как бы уже ей надо сказать, что можно. А еще в тот раз, когда она была на салоне, когда девчонкам попала, все началось с того, что ко мне подбегает администратор и говорит: Алена, у нас там клиент делает запрещенные вещи, вот такие вот, прямо в комплексной зоне. И это была не электронка, то есть это была самая, что ни на есть, классическая разновидность пагубной привычки. Я говорю, в смысле, я говорю, ей, я говорю, а кто ей разрешил? Она еще в сторис это все выложила, мы просто были в шоке, если честно. А там просто против нее не попрешь. То есть ей, в принципе, пофиг, какие у нас правила, можно или нельзя. Ну, там, она опаздывает, она постоянно отходит на воздух, да, там, чтобы сделать свои дела. И вообще
в состоянии в таком пребывает. Блин, я так хотела рассказать все своими словами, здесь нельзя же рассказать. Ну, короче, вы же меня поняли, да, кто смотрит, тот понял. И я не жалуюсь, на самом деле. Ну, что жаловаться? Я ей сделала половину маникюра, то есть, ну, половину наращивания до опила. Вот видите, я даже в кадре не могу держаться, ну, точнее, не я, а она. Вот, потому что она постоянно ходила ходуном, такая как бы нестабильная девушка. Вот, и потом она вспомнила, что значит на педикюр записано, сбегала на педикюр, я подождала. Хотя мне было за счастье, если честно, я хотя бы такая думаю, блин, я хоть, ну, чуть-чуть выдохну, переключусь, отдохну, и потом с новыми силами продолжу делать грандиозный опил, потому что прозрачные ногти на нижние формы, на 2 нижние формы, да, кто заметил, что я склеила 2 штучки, потому что длины ей не хватало. Ну, там, что-то типа миндаля, но я прям сильно не горжусь вот этой работой, но как смогла, извините. Я вообще не знаю, там, у кого как получится, вот в рамках тех обстоятельств, которые у меня были, сделать что-то, может быть, там, хотя бы чуть-чуть лучше. Вот, короче, учитывая все вот эти вот состояния, я сделала все, что было в моих силах. И тут я знаю, сейчас многие напишут, что таких клиентов принимать просто не надо, надо им отказывать. И я, наверное, соглашусь. Поэтому именно так я и сделала. Но я закончила услугу, оказала ее в полном объеме, насколько это было возможно. Как я выше говорила, я денег с нее за это не стала брать. Не потому, что мне не нравится моя работа, потому что я в прошлый раз ей обещала, что я как бы, ну вот я очень виновата, вот салон виноват, мы должны там перед вами извиниться, я вам сделаю хорошие ногти. Ну, насчет хороших, да, все-таки надо поспорить. Вот, подумала, что обещала, надо делать, то есть держать свое слово. Но когда мы закончили процедуру, она меня спросила, кому из мастеров я ей посоветую записаться, ну, у себя в салоне. Я сказала, что никому. Просто спокойно, вежливо я ей объяснила, что клиент, который опаздывает, который постоянно отходит позаниматься табакокурением, которое является пагубным для здоровья, наверное, это надо здесь сказать, вот, который не может сидеть ровно и смирно, который, ну, как бы ее, в принципе, было мне тяжело понимать. В общем, я ей объяснила, что такие виды услуг мы не оказываем, потому что в рамках регламента там 1,5, 2, 2,5 часа, в зависимости от вида услуги, ни один мастер моего салона справиться с этим не может. Я-то с этим справилась, честно говоря, за 5 часов с лишним. А что говорить про мастеров, которым вообще это, ну, как бы точно не нужно. И каких бы денег это ни стоило, просто это очень большие энергозатраты, и, честно, прям, ну, меня потряхивало. То есть я сидела вот просто вот контуженная после этого дома и думала, что это было вообще, что со мной только что произошло. Вот. И, ну, знаете что, с другой стороны, это, конечно, колоссальный опыт. Зачем я это выкладываю, да? Логичный вопрос, типа, какого черта, Алена, зачем ты вообще такие вещи нам показываешь? Я просто не могу не похвастаться своей ангельской выдержкой и терпением. У меня действительно очень большое терпение, я умею от этого абстрагироваться, хотя в течение маникюра, если честно, она надо мной надсмехалась. По причине того, что я имею подозрение, что она была не только в одном измененном состоянии сознания, а еще в дополнительных. Поэтому ей было периодически очень смешно надо мной, что я пилю ноготочки, что я там, ну, я просто пыталась найти с ней какую-то тему для разговора, я все думала, о чем же мне с ней поговорить. Я говорю, вы знаете, я вот, например, недавно поставила рекорд России, я говорю, я пилила сутки. И она просто, посмеиваясь надо мной, спрашивала периодически, типа, и что тебе прикольно, да? А что ты не засыпаешь, когда ногти делаешь? Я бы вот уснула, мне вот это вообще скучно, там, я такое не могу. В общем, знаете, что я поняла? Что я ей искренне сочувствую. Я прям вот ее понимаю, что она, ну, видимо, тяжело этому человеку. Плохо, наверное, ей настолько внутри, что она это из себя извергает, поэтому злиться на нее или там как-то по-другому реагировать, наверное, смысла нет. Какое-то невеселое, да, у меня сегодня видео. Но, ну, а что вот с такими людьми сделаешь? Ничего не сделаешь. Я вот решила просто выполнить все, что я обещала, и пусть идет Богом, ну, куда-нибудь в другое место. Я ей посоветовала, что ей нужно найти частного мастера, который может себе позволить на нее потратить целый рабочий день, платить этому мастеру, там, не знаю, 15 тысяч за вот этот маникюр, чтобы ей весь рабочий день был оплачен, и как бы пусть делает все, что хочет. Ну, то есть, ну, это реально для нее это выход из ситуации. Я ее не оскорбила, я ее там ничем не обидела, у меня и цели-то такой не было. Ну, как бы мы просто, в принципе, с ней в разных, как сказать, в разных реальностях даже находимся, в разной тональности, ну, вообще не в одном мире мы с этим человеком находимся, поэтому как-то это оценивать особого смысла нет. Я ее понимаю, мне ее немножко жаль, я ей, правда, сочувствую, потому что, наверное, так действительно жить тяжело, вот, ну, как бы люди бывают очень разные. И что я хотела сказать этим видеороликом?
Я, кстати, неплохо опилил ногти, но потом я все испорчу дизайном, но не суть. Что я хотела сказать этим видеороликом? Люди бывают очень разные, и злиться на них или как-то себя на них вот растрачивать, что-то там, потом там, вот она такая, вот она еще какая-то. На самом деле смысла нет, нужно помнить об одном, то есть ты закончишь работу, а она уйдет, и она с этим останется, понимаете? То есть она с этим будет дальше жить, а у тебя это просто закончится. И таких людей надо элементарно понять. Ей, может, тяжело, ей плохо, наверное. Мы, конечно, не психологи, да, и мы не свободные уши, но она и не пыталась этого со мной делать. То есть она просто находится в каком-то вот таком состоянии, что, прям тяжко ей, вот честно. Я это сейчас особенно... Привет из глубины души. Я надеюсь, этого не было слышно, мой желудок урчит. Вот. И я надеюсь, что когда-нибудь ей станет легче. Это все, что я могу сказать. И я, правда, желаю каждому из вас выдержки и терпения, потому что такие клиенты попадаются. Они не плохие и не хорошие, просто в наших силах сделать этот выбор. Но не послать этого клиента нафиг, да, там посередине процедуры встань, иди, пошла ты там к себе домой, да, например, закончите процедуру, получите этот опыт, сделайте для себя выводы и вежливо и корректно ей откажите. Правда, вы имеете право ей отказать, то есть вы закончили, все сделали, все, что от вас требовалось, и дальше вы можете просто сказать ей нет. Но все-таки что-то во мне говнистая все равно есть, поэтому на самом деле мстя была. Вот честно могу сказать, в конце я покажу кадры, как я очень изящно, тонко и завуалированно, по моему мнению, ей немножечко отомстила, так как она использовала не только классические методы табакокурения, которые очень вредны для здоровья, я никому не советую курить, она еще и употребляла электронные виды этой пагубной привычки, которая дает много дыма, такого клубы дыма, они такие достаточно красивые, и так как у нас на ногтях тоже что-то типа кровавого задымления, я не знаю, как это правильно называется, я там показывала референс, который она мне дала, это тот дизайн, который испортил мне вообще всю архитектуру и без того никудышных ногтей. В общем, я ей сказала, что нам нужно отснять это красиво, чтобы были вот эти вот клубы дыма, и чтобы это все так было загадочно и в слоумо. Сейчас появятся эти кадры, но единственное, что я сказала ей, что надо много дублей, очень много дублей, пока она просто не закашлялась. Так что человек я так себе не очень хороший. Мстя была небольшая. Знаете, как вот родители, когда застукивали детей за этой пагубной привычкой, заставляли пачку разом, да, вот и я тут тоже заставила. Я тут все заблюрила, все как положено. В общем, ногти вот такие вот получились. Я не знаю, пишите свои мысли, давайте обсудим это. Как вообще? Кто как будет с такими клиентами?